Улыбчивого всем настроения. Сегодня я буду вязать третью пчелку, и этой пчелкой я заканчиваю свою пчелиную историю из 3 пчел. Эта пчелка мне понравилась сразу, вот с первого взгляда. Итак, сегодня я буду вязать пчелку Эви. Пчелка Эви от автора Людмилы Орловой. Вот так ее выглядит страничка в Инстаграме. Описание платное. Пчелка выглядит вот так. Я ссылочку на автора и на мастер-класс оставлю внизу под видео. Мастер-класс вы можете приобрести у автора Людмилы Орловой на страничке в Инстаграме. Ссылочка будет внизу под видео. Итак, пчелка замечательная. Пчелка замечательная, очень красивая, простая. Я смотрю, в исполнении несложная, без всяких заморочистых деталей. Все простенько, лаконично, красиво, замечательная игрушка. И этой игрушкой я решила увенчать свою коллекцию, маленькую коллекцию пчелок. Итак, сегодня я собираюсь начать вязать сразу 2 пчелок в вот этих цветовых вариантах. Я собрала здесь уже пряжу. Желтенькая, которую вы уже не раз видели, я начинаю новый клубочек. Дальше коричневая, голубенькая и розовенькая для воротничка. Итак, очень мне хочется побыстрее начать, потому что пчелка мне действительно понравилась, замечательная, классная, прям любовь с первого взгляда. Итак, я начинаю. Итак, я уже начала вязать. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. К пряже я добавила еще, нужно было бежевый цвет для головы. И для крылышек белый цвет, но у меня не оказалось белого цвета вообще. Поэтому я взяла вот такой, не то белый, не то такой молочный. Это номер 03. Тоже светленький. Я решила, что на крылышки подойдет. Ну, не останавливать же процесс только из-за того, что у меня не оказалось чисто белого цвета. И еще я решила заменить розовый на пудровый. Вот так. Решила сделать вот такое сочетание. Так, пряжа у меня вся собрана. Итак, то, что у меня сейчас в процессе. Связались ручки. Вот так они выглядят. Все детальки ввязанные у автора, и поэтому сначала вяжутся мелкие детальки, а потом вяжется тельце, и все туда ввязывается. Итак, покажу, что у меня сейчас вяжется и как это все продвигается. Связались крылышки, я их уже ввязала, как вы можете видеть. Вяжу я эту пчелку новым способом. Здесь у меня смешанный способ вязания, то есть здесь и не галочки, и не крестики. Это когда первый раз захватываешь нить рабочую сверху, а второй раз снизу. Решила попробовать еще и таким способом. Посмотрите, как получается. И вот так выглядит пчелка спереди. Игрушка вяжется легко, описание простое, без всяких сложных заморочистых комбинаций.
из петелек. Здесь все достаточно просто. И вязаные детальки порадуют тех, кто, как и я, не любит пришивать ни ручки, ни ножки. Но с таким способом нужно внимательно себя контролировать и свою игрушечку, когда вяжете, чтобы все было ровненько, чтобы нигде не получилось сдвига и чтобы все детальки были на том месте, где им нужно. Итак, я продолжаю свою работу. Из того, что я вижу, здесь у меня просто еще крылышко не довязано, поэтому оно так немножечко странно топорчит. Работа продвигается быстро. То, что я вижу, мне нравится. Пчелка получается хорошим размером, небольшая, не маленькая, размер прекрасный. И я думаю, что все должно получиться, и пчелка должна быть просто замечательная. Итак, вот что у меня получилось. Я связала целую детальку. Все детальки вязаные. Это ручки, это воротничок и это крылья. Вот так это все выглядит. Большая красивая заготовочка. И мне так понравился результат, что я решила не ждать, когда я всю ее соберу и сделаю, чтобы приступить к новой пчеле. Я решила вязать их вдвоем параллельно. И вуаля! У меня есть еще одна заготовочка на пчеленка в розово-пудровом воротничке. Вот так выглядят две заготовочки. Вот. И что я еще сделала? Я уже связала, давайте вот так, чтобы красиво было, я им связала уже шапочки. Вот так выглядит коричневая шапочка. И вот так выглядит желтенькая шапочка. Будет это выглядеть вот так. Смотрится очень миленько, очень замечательно. Результатом я уже довольна, хотя игрушечка еще не оформлена до конца, но она мне уже нравится. Из деталек мне осталось связать только усики для них и пришить усики и пришить глазки. В принципе, все. Единственное, я, наверное, еще пристегну пару стежками шапочку для того, чтобы она не снималась. Можно будет завязать, развязать бантик, но шапка сниматься не будет. Вот такие у меня планы. Ага, шапочка выглядит сзади вот так. Сейчас я буквально, мне понадобится немного времени, и я свяжу усики. Покажу вам еще усики и потом уже готовую игрушечку. Итак, я уже связала усики. Вот так они выглядят. И посмотрите, какая милота. Одела шапочки, завязала. И хочу вам показать, как это выглядит. Выглядит очень миленько. Очень. Ну просто загляденье. Мне уже нравится результат. Я прямо балдею от этих пчелок. Замечательная идея. Хорошая форма, игрушка среднего размера, небольшая, не маленькая, замечательная будет. Я уже вижу, что она будет просто обалденная. Ой, так мило. Итак, у меня все готово. Из желтого цвета у меня остался один целый клубочек и вот такой остаточек. Этими пчелками я хотела завершить серию
своих пчелиных историй, но пчелки меня не отпускают, и в следующем видео я все-таки свяжу еще одну пчелочку, маленькую, элементарную, простую, которую хочу сделать погремушечкой. Это вы увидите уже в следующем видео. А сейчас покажу результат, который у меня получился. Получились обалденные пчелки. Посмотрите. Замечательная игрушка, яркая, запоминающаяся и очень-очень миленькая. Спасибо Людмиле Орловой за прекраснейшее описание, за таких пчелок. Они покорили мое сердце. Это замечательная игрушечка. Она мне очень понравилась с первого взгляда, и я очень рада, что я связала такую пчелку, и теперь у меня два замечательных пчеленка, мальчик и девочка, и я 100% уверена, что буду вязать таких пчелок еще, так они мне понравились. А вам, мои дорогие, спасибо, что досмотрели мое видео до конца, что заглянули в мою маленькую мастерскую и провели это время со мной.